сегодня вот наконец-то ищем, где же мы будем жить все это время, потому что сейчас мы находимся в отеле, а нам, в принципе, выгодно жить в апартаментах, это дешевле, это удобнее и на долгий срок, как бы мы так и планировали. Поэтому сегодня мы ходим по разным кондоминиумам, это квартирки с 1-2 спальнями, в которых уже есть спортзал, бассейны и как бы все включено, то есть уже услуги. Что вот поговорили в Найхарне, это Найхарн кондоминиум был, нам предложили сначала его снять за 70 тысяч с 1 спальней. За 70 тысяч бат? Да. И мы такие, сори, типа, 70 тысяч это very high, типа, очень дорого. Они у нас сразу спрашивают, а какую цену вы готовы, типа, платить? Да, какой у нас бюджет? Эля говорит, 40 тысяч бат. Это, типа, максимум то, что мы можем. Она пишет своему руководителю, видимо, боссу, она спрашивает у него, можно ли сделать какую-то скидку и прочее, и босс отвечает, если мы арендуем квартиру one bedroom на 1 месяц, наша цена будет 45 тысяч бат. Если мы арендуем эту квартиру на 3 месяца, то наша цена будет 40 тысяч бат каждый месяц. Плюс, конечно же, еще за воду мы платим каждый месяц 300 бат и 10 бат за электричество. Плюс, если мы хотим, чтобы сделали уборку комнаты, поменяли полотенце, постельное белье, еще 1000 бат. Учитывая то, что в интернете данные квартиры сдаются по $2000 в месяц, мы знали, что если мы придем, мы все-таки сможем хоть как-то договориться на цену пониже. Но это было только первое жилье, где мы были, поэтому пошли дальше, посмотрим, что он предложит. На улице так жарко, идем взять что-нибудь холодненькое попить. О, собачка. Ей тоже очень жарко. А мы нашли тут наш bubble tea. Только здесь bubble tea стоит по 20 бат, между прочим. Посмотрите, сколько баблсов. Просто все плавает в баблсах. Вкуснятина. За 2 напитка, вот это лимонадик, тоже со льдом, он такой большой. У меня получается bubble tea. Мы отдали 55 бат. Вот это вот новые домики тоже. Вот, хотим попытаться здесь что-то снять. Вот одна квартирка вот такая вот тут с кухонькой получается. Небольшая такая комнатка, зал с телевизором. Стол для завтраков, обедов. И получается 2-й этаж, это уже спальня. Это называется Утопия, лофт. Вот тут еще не все достроено, тут даже балкончик есть маленький. Здесь спальня, рабочее место, зеркало, даже шкафчики вот. Привет! И вот такая красивая ванная, тоже все новенькое. Вот. На самом деле очень интересно. Мне комплекс вообще, кстати, очень сильно понравился. Я предлагаю посмотреть, что же тут, какие бассейны, какая здесь территория. Но есть одно небольшое но во всей этой замечательной истории. То, что по цену нам даже сделали вот просто суперскую. Ну, блин, по датам чуть-чуть не сходится. Мы будем думать, что с этим же предпринять можно. Так. Даже красиво. Вот детская площадка, бассейн такой. Вон там внизу бассейн. Горка. В общем, комплекс классный, но чуть-чуть с датами нам надо подумать. Потому что если мы возьмем эту квартиру, то нам придется выехать из нее, и это будет прямо на Новый год. То есть. И это, возможно, выйдет нам очень дорого прям под Новый год выезжать, потому что это все-таки празднование и прочее, все забито. Это тяжело и дорого. Скитания и поиски продолжаются. Скитания, как я сказал. Мы же бомжи сейчас. Ну да. Ну вот, мы пришли вот в такой домик сейчас. Недалеко он находится прямо напротив нашего отеля. Решили узнать, сколько он будет стоить и прочее. Еще мы были вот в этом домике напротив. Но все забито. Проблема декабря в том, что реально все забито. Ну, так вот, это забито. Сейчас мы написали девушке, которая занимается этим домом. Узнаем скоро. Если что-то свободное будет свободное, это будет замечательно. Сейчас мы направимся еще в следующий комплекс. В
тенечке лежит. Даже вчера видели, как собачек по очереди катали на сапе. Собачки хозяина, который владеет прокатом сапбордов, каяков, и они по очереди запрыгивали на сап, чтобы хозяин их покатал. Это так мило выглядело. А дома мы обошли. Самое интересное, сидят работники, так сказать, sales и rental office, которые должны вроде бы сдавать нам квартиры, все такое. И они говорят, позвоните по номеру. И причем это у всех так. Или напишите WhatsApp другому там человеку. Один вопрос, для чего они там сидят? Это, кстати, очень интересный вопрос. Что они там тогда Зачем, вообще делают? Да, зачем делать офис продаж и сдачи квартир, если девушки в нем не могут ответить ни на один вопрос, даже сколько стоит квартира? Одним словом, наверное, тайцы. Ничего тут не скажешь больше. Ну, комплексу The Title. Он находится тоже прямо на Раввай, то есть очень удобное месторасположение. Но, к сожалению, пока не можем найти, где же этот офис продаж или офис, опять же, аренды квартиры. Нам тут так мило помогли, сказали, идите просто с другой стороны. Сейчас Эдвард узнает, может, куда нам все-таки. Очень милое местечко. Да. Огромнейшее местечко, я бы сказал. Мило это мило, но оно огромное, воистину. Здесь все разделено на такие комплексы, везде есть бассейн. Такие балкончики, ну прям смотрится реально хорошо. Я не знаю, куда нас ведут. Я тоже. Никто не знает, но мы идем под палящим солнцем. Шли в кафешку опять попить холодненько. Ну, точнее, мы просто зашли в кафешку, просто посидеть, подумать. Мы сейчас считаем, вот сколько это выйдет в батах, в евро. И пока что первое предложение, в котором мы были в самом начале, оказалось пока что самым выгодным. Надо поразмышлять за холодненьким, остудить мозг. А то, по-моему, мы перегрелись просто уже. У нас получилось интересное знакомство. Мы познакомились прям с самими владельцами квартиры, управляющими, точнее, которые тоже сдают квартиры в одном из комплексов. Они нам предложили хорошую цену, да, за классный комплекс. Но есть одно но. У нас не подходит по датам. Они хотят, чтобы мы, вот, например, заехали вот в любой сейчас день, сегодня, завтра, там, послезавтра, но до 25 декабря. До 25 декабря мы должны как бы выехать до 3 января. И с 3 января получается, ну, с 4 января заселиться обратно. Это на самом деле чуть-чуть напряжно в том плане, что нужно будет вот это вот туда-сюда ездить, мотаться, и они предложили сразу же на вот это вот окошко другую квартиру совсем в другой части острова, совсем там наверху. Вот эти вот мотания чуть-чуть нас под сомнение вводят, поэтому мы думаем. Нам предложили пожить в комплексе в районе Банктау. Это очень знаменитый район, там все новенькое, тоже тротуарчики. Мы вам показывали в одном из выпусков, когда рассказывали про цены на квартиры, если покупать здесь жилье, например. Но мы не совсем хотим в район Банктау. Да, это классный район, все красиво, аккуратно, газончики подстрижены, там вообще суперски. Но как-то вот этого вот тайского вайба нету. Всем, кому надоел тайский вайб, могут ехать на Банктау, там прям как в Европе. А вот все, кто наоборот только приехал с этой самой Европы и хотят просто вот этой вот атмосферки чуть-чуть, то как-то ехать в район Банктау неохота. Опять в новом комплексе. И я хочу вам сказать, этот комплекс просто великолепный. Он просто такой шикарный, просто вот шикарный, понимаете? Но есть одна проблема. До марта следующего года он весь забит. Так что, в принципе, смотрим на красивую елочку, идем дальше. Потому что нам заселяться уже послезавтра. А комплекс действительно бомбезный, вот просто суперский. Этот комплекс называется Saturdays. Я оставлю на него ссылочку. Кто захочет, лучше бронируйте заранее. У нас заранее бронировать не получилось. Точнее, да, и мы не хотели. Мы знали, что просто походим и когда-нибудь найдем все-таки.
Но вы все-таки, если хотите в классное место, бронируйте заранее. В марте следующего года, 2024, он свободен еще. У нас тут прям приключения. У нас целых 3 квартиры. Мы приехали на район Чалонг, чтобы посмотреть квартирки. Да, если вы хотите поближе к Раваю жить, то Чалонг район тоже неплохой. Здесь есть и кафешки немножко, и цены дешевле. Сейчас нам предлагают квартиру за 22 тысячи в месяц. До этого, как мы уже сказали, было за 40. Да-да-да, намного дешевле, конечно, она намного попроще. Держи пока. Но Нам сказали посмотреть самим, так как чувак просто не захотел с нами пойти. мы сами и посмотрим квартиру. О. Нет. Как-то душненько. Ну, Вот кондиционер такая выключен, да. маленькая. Рабочее место, что очень хорошо. Холодильник хороший, большой даже. Вот здесь надо закрыть, балкончик есть тоже небольшой. Можно посидеть, если что, так закроем балкончик. И вот так вот оно, в принципе, все выглядит. Видно то, что квартирка уже не новая, но она в хорошем состоянии. О, как интересно здесь душ. Есть свет? Нет? Хорошо, посмотри, очень-очень интересно. Как я уже сказала, квартирка это не новая. Да, пойдемте посмотрим дальше. Закрываем. Как говорится, оно, конечно, подешевле намного, но свои минусы в плане не имения ни спортзала, ни бассейна. Это есть такие моментики. На следующем этаже. Я уже представил, как сюда бы я тащил наши чемоданы эти 30-килограммовые. А, это такая же. Ну, это такая значит, же. Значит, еще одну. смотрим. Вот. Да. Вот. Точно такая же. Да. Все квартирки одинаковые. Пойдем дальше. Мы приехали в самый первый комплекс, в котором мы спрашивали про цены и прочее. Ну, И пока что предложение это самое заманчивое. Мы идем посмотрим, как же квартира выглядит снутри. Если все хорошо, то мы готовы взять и расскажем тогда уже подробности, что там по контракту. а сейчас покажем, как это выглядит. Вот. Блин, а большой такие, да, комплекс? Да, Намного больше, чем кажется всегда снаружи. Вот наш вход. Здесь есть лифт. О, смотрите, там есть даже камера наблюдения. Вот, собственно, и сама квартирка. Эля уже все проверяет, смотрит. Вау, тут Mitsubishi Electron. Квартира очень прикольно выглядит, все новенькое, ножи, посмотрите, то есть очень хорошо. Даже есть микроволновка, чайник, даже шейки делать самим. На балкон можно выходить из спальни и также из большой комнаты. Прикольно очень. И парковка, конечно же, есть. Вау, даже стиральная машинка есть. Также выход на балкончик отсюда. Здесь маленький Супер. телевизор, хорошая кроватка, я бы сказал. Зеркало, шкаф и ванная комната, конечно же. Вот, душик. Все. Я думаю, мы будем решать. И я думаю, мы возьмем эту квартиру. Почти все, почти все. Нет, мы еще не совсем заключили договор, так как нам сказали, нужно оплатить кэш, а у нас только с собой карта была. Поэтому идем снимать денежку и оплачивать. И вот сразу, то есть при нас нам выписали счет, контракт уже готов, нужно только теперь оплатить за 1 месяц. Погнали! Решили прогуляться пешочком. Вы можете нас поздравить, мы сняли квартиру, мы заплатили сейчас 45 тысяч, когда мы въедем, нужно будет еще раз заплатить 10 тысяч, это депозит, который мы в конце, если все хорошо, получим обратно. Вот, можете нас поздравить. Мы на самом деле этому рады, потому что мы потратили больше, чем полдня на все это дело. Мы с самого утра это начали ходить с 8. И сегодня так жарко просто. Да, ужас. и я Самый просто жаркий день. весь мокрый. Мы Мы заслужили сходить к бассейну, охладиться, и потом уже вечерком выйдем на ужин, когда будет не так жарко. И поработать уже можно вечерком. Все, начинается рабочий процесс, поэтому не будем сильно расслабляться. Вот и настал день переезда. Мы из отеля переезжаем сейчас в квартирку. И наконец-то собрали вещи. Такое чувство, что вещей стало больше. Просто посмотрите, все вот это вот наши вещи. Но на самом деле мы просто не захотели обратно запихивать все вещи в чемодан, играть в тетрис, и поэтому в пакеты положили часть. В общем, вот.
У нас был довольно-таки приятный опыт в этом отеле. Вот такой ведь с балкончика у нас был. Здесь мы вещи сушили. Погода супер. На самом деле сейчас только 10 утра. Мы сейчас из-за того, что собирались, еще все вот это, чуть-чуть дольше потратили времени, а так бы мы были уже на завтраке. И сегодня мы пропустили спортзал. Пока что пропустили, может, мы потом наверстаем. Образ жизни у нас довольно-таки спортивно сложился в этом отеле. Я ссылочку оставлю в описании. Кому интересно, заходите, переходите. Отель, правда, прикольный. И отправляемся дальше. Я тапочки свои протер, потому что вчера был ливень, все грязно, и я прошелся по грязи. Эдвард не прошелся по грязи, он еще хотел, чтобы я прошлась по лужицам, прям вот по колено такие лужицы, знаете. Он прям остановил машину и такой: ну, пожалуйста, вот, заходи. Я так... Я отъехал, она нормально вышла, а я по грязи, короче говоря, садился в машину. Ну вот. А потом мне еще сейчас сказали: ты такой грязный. Все, пошли брать что-то, пошли позавтракаем сначала. Важные дела не делаются до завтрака. Нам уже принесли вот такую вот вкуснятинку, полезные сырнички. У меня тоже такие сырнички, мы еще заказали манго, бананчик. Сейчас должны еще принести напиточки. Вот эта порция стоит 190 бат. Одна порция из 3 сырников 190 бат. Я все удивляюсь, как Эдвард пьет здесь горячий кофе. Я всегда заказываю себе сейчас холодненький кофе, чай, там, напитки. Эдвард пьет горячий кофе. Я не знаю, как ты это делаешь. Я, как истинный северный человек, могу позволить себе попить горячий кофе. Я пью тай грин ти. Какой-то. Очень вкусно. Вот так выглядит наш дом. Мы живем в доме П. И сейчас мы перевезем, точнее, перетащим наши вещи. Нам повезло, у нас даже есть стиральная машинка. Мы все время неделю не стирали вещи, теперь мы все загрузим в стиральную машинку и высушим на балконе. Мы едем в лифте на 4-й этаж. Очень удобно, здесь есть лифт. Это есть не везде. Хорошая вещь. Пошли. О, ключи мы уже получили. Все получили. Обувь оставляем здесь. И заходим. Так, берем. Поднимаем. И второй чемоданчик. Готов. Самое смешное, мы еще не выехали из отеля, так что теперь срочно гоним в отель и забирать свои оставшиеся вещи. И делать чекаут. Да, погнали. Все, погнали. Штраф за потерю карты, одной из 2, 1000 бат. Это как-то много, учитывая, что карта ничего не стоит. Это они нас просто так кошмарят. Да. Спасибо, кто нас смотрит. Надеемся, информация была полезной и интересной. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, и мы постараемся на них отвечать. Спасибо, что нас смотрели. Всем удачи и всем пока.